Всем привет! Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. И если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные идеи. Сегодня я начинаю подготовку к празднику Пасхи, и в этом видео я собрала сразу 3 простых идеи пасхального декора из картона. И начнем с подвески в виде винтажного домика. Мне понадобятся 2 одинаковые детали из гофрокартона. Ссылку для скачивания всех шаблонов я оставлю в описании. Я буду делать имитацию домика, сколоченного из старых досок. Продавливаю каждую третью полоску металлической линейкой. Начинаю с центральной досточки. Теперь срезаю лишний картон, чтобы получить широкие зазоры. И немного зашкуриваю неровные срезы мелкозернистой наждачкой. Теперь можно склеивать детали между собой. Чтобы торцы выглядели аккуратно, оклеиваю их малярным скотчем. Можно использовать газету или любую другую бумагу. Окрашиваю весь домик темно-коричневой краской. Особенно хорошо нужно прокрасить все щели между досточками. И пока первый слой не высох, наношу немного черной краски. Также, не дожидаясь полного высыхания, наношу белую краску полусухой кистью. Получается такой неравномерный цвет, остаются полоски неразмешанной краски, что создает дополнительную фактуру дерева. Теперь к белой краске подмешиваю немного бирюзовой. Если щели немного запачкались светлой краской, можно подкрасить их тонкой кисточкой. Думаю, на этом стоит остановиться. Досточки выглядят уже достаточно старыми и фактурными. Покрываю домик акриловым глянцевым лаком. А пока наш домик сушится, можно переходить к декору. Его я буду делать из воздушного пластилина. С помощью силиконового молда сделаю небольшие листики разных размеров. Их также можно сделать из фоамирана. Декор я решила сделать нежных приглушенных оттенков, поэтому ко всем цветам домешиваю немного белого пластилина. Также делаю ягодки разного размера. Их оставляю сушиться прямо на зубочистке. У яиц делаю одну сторону плоской, чтобы было удобнее их клеить. Если вы используете готовый пенопластовый декор, можно подровнять заднюю сторону острым ножом. У меня не нашлось пуговиц подходящего цвета, поэтому я решила покрасить их в цвет домика. К декору из пластилина добавлю еще маленькие цветочки. Их я сделала из фоамирана. Просто вырезала по 3 заготовки на каждый цветочек и нагрела на утюге. Серединку для них я сделаю из ягодок, нанизанных на бисерную проволоку. Можно использовать готовые тычинки. Весь декор буду приклеивать термопистолетом. Главное хорошо просушить пластилиновые изделия, иначе термоклей не будет их держать. Начинаю приклеивать самых крупных элементов композиции, постепенно добавляя более мелкие. Осталось только продеть петельку для подвешивания из джутовой веревки. Вот такая получилась милая винтажная подвеска. Она будет отлично смотреться на двери вместо пасхального венка. Приступим к изготовлению декора для цветочного горшка, милого пасхального кролика. Он также будет состоять из 2 одинаковых деталей. Склеиваю их между собой клеющим карандашом. Клей ПВА лучше не использовать, потому что от него картон размокает и гнется. Теперь полностью оклеиваю всю заготовку малярным скотчем. И уже после этого оклеиваю всего кролика салфетками. Малярный скотч не даст раскиснуть картону.
Грунтую белой акриловой краской в 2 слоя и покрываю глянцевым акриловым лаком. С помощью губки наношу ярко-розовую акриловую краску неравномерным слоем. И пока кролик сохнет, сделаю маленькие цветочки из фоамирана. Вырезаю их с помощью фигурного дырокола. Нужно обязательно положить полоску бумаги поверх фоамирана, иначе дырокол не вырежет, а только порвет его. Также украшу нашего кролика сложными тычинками, а маленькие цветочки приклеиваю на стебельки из флористической проволоки. И последняя на сегодня идея – цветочная веточка с птицами в винтажном стиле. По шаблону вырезала птичек и веточку из тонкого гофрированного картона. У него более аккуратный срез, чем у толстого, и его достаточно хорошо прокрасить, не оклеивая малярным скотчем. Ветку крашу коричневой краской с обеих сторон, а птичек только с изнаночной, но тщательно прокрашиваю торцы. На толстой проволоке загибаю петельки для подвешивания с обеих сторон и оборачиваю ее коричневой тейп-лентой. Для украшения веточки делаю небольшие цветочки из фоамирана. Их я вырезаю из квадратов 2 на 2 см. Для каждого цветка понадобится по 7 лепестков. Верхний край лепестков срезаю фигурными ножницами, но если у вас их нет, то можно просто сделать небольшие надрезы или оборвать край лепестка. Так как белый цвет, на мой взгляд, не очень гармонирует с винтажным декором, затонирую лепестки масляной пастелью. Листики вырезаю совершенно разного размера. Просто нагреваю их на утюге и немного растягиваю. А лепестки нагреваю, складываю гармошкой и перетираю между пальцами. Собираю цветочки на бисерную проволоку, обмотанную тейп-лентой. Также делаю небольшие веточки, приклеивая листики.
После высыхания краски приклеиваю шаблон, вырезанный из книжной страницы. Но если у вас не найдется старой ненужной книги, бумагу можно состарить чайным пакетиком или покрасить, например, масляной пастелью, растушевав ее губкой. Теперь к проволоке креплю джутовую веревку и приклеиваю ее к ветке. Приклеиваю сначала веточки и цветочки, чтобы все края можно было спрятать под птичку. По краю силуэт птицы затемняю коричневой масляной пастелью, чтобы не было такого четкого контура. И покрываю изделие акриловым глянцевым лаком. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные идеи. Также не забывайте писать свои отзывы в комментариях.